Мы переходим к теме Эрдогана. Он поддержал прием Швеции в НАТО, но до этого связал это с его заявкой Турции на вступление в Евросоюз. Генсек НАТО объявила, что президент Турции согласился передать на ратификацию в парламент протокол о приеме Швеции в НАТО. Но при этом Эрдоган заявил: я обращаюсь к тем, кто заставлял Турцию ждать у дверей ЕС более 50 лет, проложите путь для Турции, а мы проложим путь для Швеции. Максим Юрьевич, как вы оцениваете, добьется ли Турция вступления в Евросоюз, какие преференции получит и как от Я этого не совсем понимаю. Из его слов что получается? Проложите Турции, если дословно, да, проложите Турции путь в ЕС, и мы поможем проложить путь Швеции в НАТО. То есть сначала они в ЕС, а потом те в НАТО? Или как? Да, или сначала те в НАТО? Да. Да, если исходить из того, как он сказал, то получается сначала они в ЕС, потом он пускает шведов в НАТО. Не совсем верится, точнее вообще не верится в то, что Европа ждет Турцию. Ну, простите за несколько пространный ответ на ваш вопрос, но ответ соберу из нескольких частей. Первое. Историческая часть. Турция никогда не была другом Европы. Ну, та Турция, Османская империя, там, она была скорее страхом для Европы на протяжении нескольких веков. Потом потенциальным страхом. Потом ее классно использовала Англия пару сотен лет, натравливая Турцию, например, на Российскую империю. Но другом, тем более частью Европы, исторически Османская империя не была. Ну и в целом это разные народы, разные ментальности, разные культуры. Хотя на сегодня, кто не знает, каждый четвертый берлинец имеет турецкие корни. Каждый четвертый, задумайтесь. Фюрер бы офигел, конечно. Но хрен с ним, с фюрером. Итак, это часть исторического аспекта. Кстати говоря, в этой связи хочу напомнить, что Турция никогда не была и союзником России. Скорее наоборот. Сначала Московское царство, потом Россия, потом Российская империя были проблемой для Турции. И расширение имперских границ были за счет тогдашних турецких территорий. Тогдашних владений Османской империи. Особенно 18 век, 19 век. А потом, когда в конце XIX века российские войска, имперские войска помогали выходить из-под гнета Османской империи, Болгарии, Греции, спасали Армению. Ну, то есть говорить о том, что исторически это дружественное государство, и кто там когда-то это посчитал, это большая ошибка. Вопрос в том, что здесь работает правило, обозначенное Черчиллем, что нет в политике привязанностей постоянных, есть постоянные интересы. Разные вещи. Это я к тому говорю, что с одной стороны Эрдоган, который, на мой взгляд, я не знаю, получится у него стать вторым Ататюрком или нет, но пытается создать что-то эдакое, историческое, войти в историю как солидный турецкий лидер, это несомненно. То, что он возвышает роль Турции, то, что он максимально делает все для того, чтобы Турция и в регионе, и в мире играла много большую роль, чем до него, ну это слишком очевидно. Это я к тому говорю, что временные союзнические или временные лояльные отношения с тем или иным государством абсолютно не значат, что турки братья навек для того или иного государства. У них свои расклады, свои дела, свои выгоды, свои прицелы. Помнит ли Эрдоган 16-й год и попытку переворота, которую инициировал против него его союзник по НАТО? Уверен, что помнит. Но эмоции, по-видимому, этот человек умеет убирать в сторону, когда, как он считает правильным, это нужно сделать. Для меня было знаковым, как только прошли выборы в Турции, и он победил, а мы с вами говорили о том, что победит Эрдоган, не победит оппозиция. Для меня было знаковым 3 кадровых решения. Он снял 2 своих ярых приверженцев, серьезнейших своих помощников, министра внутренних дел и министра иностранных дел, которые очень жестко относились к американцам, к Америке, к американской политике в отношении Турции. Он их снял и заменил на более лояльных людей. И 3-е назначение — это руководитель их национального или Центробанка, Национальный банк Турции, по-моему, так называется, которая точно так же, как вот, скажем так, заокеанская финансовая система. Это было сделано сразу же. Хотя, казалось бы, именно те предыдущие министры помогли ему подтянуть под него большинство голосов, а турки — это люди очень национально любящие или националистично настроенные, как угодно. И для них те антиамериканские лозунги звучали, я так полагаю, как елей. Это помогло президенту Эрдогану стать президентом заново. И вот он меняет тех,
антиамерикански настроенных чиновников и ставит, наоборот, более лояльных чиновников. Ну а за этим следуют уже иные действия, в том числе якобы его санкция на то, что Швецию примут в НАТО. Я не знаю, сегодня верить сказанному очень сложно. Они сегодня жмут руки, это вот картинка, я так понимаю, Столтенберг, Эрдоган и кто там, премьер Швеции. И после этого, да, Столтенберг заявил, что Эрдоган пообещал, что передаст протоколы по проходу Швеции в НАТО в свой турецкий парламент. Возможно, передаст. Но буквально 2 недели назад спикер парламента сказал, что это несбыточно, чтобы Швеция стала членом НАТО. Кто знает, как проголосует турецкий парламент и какую вказивку он получит от турецкого президента. Ведь не так давно, опять же, тот самый Эрдоган говорил о том, что подождите, так шведы не выполнили договоренности, которые были между нами год назад по поводу их вступления в НАТО. Есть еще несколько моментов, на которые стоит обратить внимание. Это реакция Москвы на то, что Турция освободила командиров азовских подразделений и передала их Украине. Эти фразы, там, нос в спину, еще что-то. Ну, я в целом отношусь к подобным фразам как к лирике. Но, понимаете, тут какая завязка выходит. Турция сегодня очень нужна России. При этом Турция — это кроме импортозамещения, это еще и рынки сбыта. Плюс это игрок на Востоке, где Россия пытается играть. И очень сильный игрок. И не так давно у них как-то слаженно получалось играть, более-менее слаженно. При этом мне не очень верится в то, что резко произошел крен у Эрдогана в зарубежной политике, и он решил подружиться с американцами, с Байденом, ни с того ни с сего. Поэтому полагаю, что мы еще увидим определенное шоу со стороны турецких властей и по поводу вступления Швеции в НАТО, и по поводу зерновой сделки, и по поводу отношений с русскими. Мне думается, что мы увидим уже игру, которая будет вызывать изумление и удивление. Приведет ли она к успеху для турков, для Турции, я не знаю. Сомневаюсь. Сомневаюсь, потому что, первое, я не верю в то, что турецкий лидер простил 16-й год американцам. Второе, я не верю в то, что турецкий истеблишмент сильно верит американскому истеблишменту. Третье, союзники России на Востоке достаточно сильные государства, и сегодня в экономическом плане у Турции достаточно проблем, чтобы начать полноценную войну на Востоке с теми самыми союзниками. Поэтому полагаю, что вот эти все, надеюсь, я не сильно запутанно объясняю, полагаю, что эти все системы, выверенные или проделанные системы сдержек и противовесов, по итогу повлекут за собой отложение или убирание вопроса вступления Швеции в НАТО в долгий ящик. Это моя точка зрения. Что касается того, что турецкий президент заявил, что Украина на встрече с нашим президентом имеет право вступления в НАТО, ну да, заявил. И вы заявите. Но это как в анекдоте, когда 75-летний мужик приходит к врачу и говорит, что он может исполнять свой супружеский долг только там раз в 3 месяца или в 4. А тот говорит, так это неплохой показатель, вам 75 лет. Он говорит, да, но у меня сосед это есть, ему 95. Он говорит, что каждый день может делать все, что нужно. Врач говорит, и вы говорите. То есть тут вопрос в том, что, ну да, риторика имеет место. Вы имеете право вступить в НАТО. Дальше что? Возвращаясь к вопросам НАТО, мы с вами давно уже говорили о том, что не будет никакого НАТО, особенно когда идет война. Не будет. Точка. Не так давно об этом стали говорить уже вслух американцы, англичане, до этого говорили европейцы. Сегодня об этом сказал и украинский президент. Ну, сегодня, я имею в виду, там, в течение ближайших нескольких дней сказал. Поэтому боюсь, что по итогу идет серьезный мировой размен, а разменной монетой стала наша страна. Ее так или иначе будут разменивать. Ну вот если коротко, если подытожить все это.